Jandarmalar geliyor. Kaya, kendi sağına dön, dümdüz koş oğlum. Aliye, oranı bulmasınlar, müdahale et ha. Hayırdır? Niye bu kadar korktun? Kim var orada? Senin bu konakta yerin yok, defol. Hiçbir yere gitmiyorum. Çakır! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Поймает ли Джихана полиция? Снизят ли все эти события напряжение между Алией и Садакатом? Опасна ли для жизни рана Садаката? Сможет ли Алия доставить Садаката в больницу? Почему Джихан говорит Алие, что не хочет себя потерять? Сдастся ли Джихан полиции вместо того, чтобы сбежать? Выяснится ли, что Экмель подстрекал жителей деревни и что люди Экмеля совершили вооруженное нападение? Кто сообщил полиции, где прячутся Кая и его дядя Хасан? Найдет ли полиция Барана, когда войдет в особняк? Узнает ли Экмель, что Баран живет в особняке? Что произойдет, когда Аля откажется впустить Экмеля? Как Кай выберется оттуда, где он упал, безрассудно пытаясь сбежать? Какой план придумает Джихан после ареста дяди Хасана? Сможет ли Джихан доказать козни Экмеля и его невиновность? Пострадают ли шансы Каи на восстановление зрения из-за невозможности сделать операцию? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан разрушил козни Экмеля и избавился от Демира и Экмеля, отправив их обоих в тюрьму, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к анализу. Приятного просмотра! Стены особняка содрогнутся от эха выстрелов, крики, сливающиеся с дневным светом, снова нарушат судьбу семьи. Когда Садакат Ханем заслоняется, чтобы защитить Алью, пуля попадает ей в грудь и время внезапно останавливается. Джихан чувствует, что не только ее мать, но и вся ее семья ранены в сердце. Аля дрожащими руками прижимает рану Садакат Ханем, не в силах сдержать слез. Он будет каждую секунду молиться, чтобы она перестала дышать, и слова «держись» эхом разнесутся в воздухе, слетая с его губ. Когда Джихан увидит, как медленно закрываются веки матери, внутри него что-то надломится, хотя он может казаться сильным, внутри он взрослый ребенок, раздираемый страхом потерять мать. Шаги людей Экмеля все еще раздаются снаружи, и сирены приближаются. Жандармерия окружит особняк, но внутри развернется борьба не на жизнь, а на смерть. Аля сделает все возможное, чтобы остановить кровотечение, крича Джихану: «Пульс слабый, но он есть». Решительное, но измученное выражение появится на лице Джихана. В этот момент он примет решение не бежать, не прятаться. Он останется с семьей, и на этот раз он сам определит свою судьбу. Потому что единственной его мыслью будет выживание матери и Алии. Когда Джихан бросит оружие и выйдет, его окружат жандармы. Он же поднимет руки в воздух, сдаваясь без слов. Эта капитуляция будет не знаком поражения, а символом жертвы. Когда Алия увидит эту сцену из окна, ее сердце разобьется. Смысл слов Джихана «Я не хочу тебя терять» отзовется эхом в голове Алии в этот момент. Они будут не только признанием в любви, но и завещанием. Джихан, решивший пожертвовать свободой ради спасения ее и ее матери жизни, оставит неизгладимый след в ее сердце. Когда машина скорой помощи отъезжает от особняка, Алия все еще держится за руку Садакат Ханем. Она прошепчет: «Вместе мы добьемся успеха». По прибытии в больницу врачи немедленно вмешаются, но поскольку пуля застряла так близко к сердцу, операция будет рискованной. Алия захочет остаться рядом с врачами, она будет одновременно врачом и дочерью. Ее сердцебиение будет останавливаться несколько раз, и Алия со слезами на глазах будет пытаться привести ее в чувство. Во время этой борьбы все прошлые обиды, все эти «тебе нужен развод» будут стерты одна за другой. Потому что в этот момент она поймет, Садакат Ханем, хоть и строгая, была матерью, пытающейся удержать все под контролем. После этой тяжелой ночи Джихана заберут под стражу для допроса.
Полиция обвинит его в подстрекательстве жителей деревни, но Джихан будет молчать. Он будет знать, что настоящий виновник Экмел. Он и его семья стали жертвами хаоса, который он устроил. Люди Джихана попытаются доказать его невиновность, собрав имеющиеся у них доказательства. Однако Экмель продолжит направлять гнев жителей деревни на Джихана, и узнав, что баран жив, он даже попытается использовать эту информацию в своих интересах. Тем временем в особняке воцарится тишина. Слабое дыхание из комнаты барана будет смешиваться с молитвами Садакат Ханем. Когда полиция войдет в особняк, они поймут, что баран жив, но эта информация не просочится сразу. Когда Экмель узнает о ситуации и попытается проникнуть в особняк, Алья столкнется с ним. «Тебе нельзя сюда входить, Экмель», — скажет Алья. Экмель будет угрожать ей, крича: «Из-за тебя все сгорит», но, несмотря на страх, Алья не отступит. В этот момент он будет действовать уже не как врач, а как воин. Садакат Ханем не склонится перед этим человеком, который причинил ей боль. На фронте КИИ ситуация ухудшится. Из-за отложенной операции повреждений сетчатки глаза усугубится. Когда она узнает, что ее шансы на зрение уменьшаются, ее мир рухнет. Но Алья сделает все возможное, чтобы сохранить надежду. «Это еще не конец, мы не сдадимся без боя», — скажет она. Когда Джихан услышит эти слова издалека, в ней снова загорится искра надежды. Дядю Хасана арестуют после того, как об их убежище сообщат в полицию. Узнав об этом, Джихан придет в ярость. Он скажет: «Кто-то сливает информацию изнутри нас», и даст указания Кадиру и Ихтияру. Этот инцидент раскроет всю глубину сети Экмела. Но Джихан не сдастся, даже изнутри он будет готовить шаг за шагом, чтобы сорвать планы Экмела. Пока Садакат Ханем лежит в больнице с тяжелыми ранениями, Алья будет каждый день молиться у ее постели. «Проснись, не оставляй меня одну», — прошепчет она. Эта молитва будет не просто пожеланием, а клятвой, которая скрепит их союз. В этот момент Алья забудет все свои обиды на Садакат Ханем, а Садакат Ханем, находящийся в бессознательном состоянии, будет крепко держать Алью за руку. Этого прикосновения будет достаточно, чтобы растопить лед между ними. Со временем донесения жандармерии начнут склоняться в пользу Джихана. Выяснится, что Экмель подстрекал жителей деревни, раздал оружие и отдал приказ о нападении. Жители деревни с сожалением принесут извинения особняку. Садакат Ханем также даст показания, чтобы очистить имя Джихана. С его выздоровлением семья воссоединится, и тайный порядок, установленный Экмелем, будет постепенно разрушаться. Наконец, Джихан освободится, но ничто уже не будет прежним. Когда он увидит Алью, между ними повиснет невыразимая тишина. Когда их взгляды встретятся, они почувствуют одно и то же: они заплатили за все, что пережили, сердцем. Слова Садакат Ханем «тебе нужен развод» потеряют всякий смысл, потому что все поймут, что Алья и Джихан уже не просто клочок бумаги, а узы жизни. И в этой финальной сцене Джихан выйдет в сад особняка, взглянет на звезды и прошепчет: «На этот раз я никого не потеряю». В этот момент он поклянется защитить будущее своей матери, Алии, и своей семьи. Козни Экмеля будут разрушены, справедливость восторжествует, но раны не заживут надолго. Потому что в этой истории каждая рана – цена любви. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.